Как влюбить практически любую девушку всего за одну встречу и свести ее просто с ума, чтобы она скучала и не могла дождаться следующего свидания с тобой. Да, соглашусь, звучит довольно громко и самонадеянно, но не голословно, и я это докажу. Сейчас я дам конкретный шаблон, готовую секретную фразу, которую я вывел для себя когда-то давно в юности, и с тех пор она вполне себе зарекомендовала свою эффективность, в том числе и на моих клиентах. Этот метод хорошо работает, если ты так называемый хороший парень. Даже не если, а особенно. Потому что именно добрые, хорошие парни несправедливо страдают от того, что девушки чрезмерно быстро теряют интерес и сливают их. Поэтому выдели 10 минут и вслушивайся в то, что я говорю. И от девушек отбоя не будет. Распространенная ситуация, когда ты начинаешь встречаться с женщиной, которая тебе симпатична, и буквально на втором-третьем свидании ты видишь, что она начинает стремительно терять к тебе интерес. И становится скучно. Она как-то общается без энтузиазма. Если заходит разговор о следующей встрече, как-то вяло на нее соглашается, ссылаясь на неопределенность. Да, возможно, она будет занята, возможно, эта встреча произойдет, но когда ей удобно. Но по факту она просто потом не отвечает на твои смс или звонки. Попросту говоря, сливается. Да что там говорить, зачастую даже и до второго свидания не доходит. Тебе все уже понятно в конце первого. Подсознательно ты уже понимаешь, что девушка будет морозиться, да, ссылаясь на какие-то там обстоятельства, придумывать отмазки, что хомячок заболел или котенка не с кем оставить. В общем, стандартная история. Хотя, с другой стороны, ты хорошо, опрятно одет, ты классно выглядишь. На встречу ты ведешь себя максимально галантно, вежливо, обходительно, общаешься дружелюбно, деликатно. И что немаловажно, тебе нравится это делать. Ты искренне хочешь, чтобы ваше свидание прошло в так называемой приятной дружеской атмосфере, чтобы красотуле было комфортно. Да, ты можешь и в кафе сводить, и где-то цветочек подарить. Но почему нет? Ты такой, какой есть. Но тем не менее, ты видишь, что никаких эмоций, как к мужчине, к тебе девушка почему-то не испытывает. В чем здесь может быть причина? Наверное, кто-то скажет, что, скорее всего, ты не проявлял к ней никаких действий как к женщине. Никакой инициативы, которая показывала бы, что она тебя интересует как женщина. В том числе и в сексуальном плане. Что ты на нее претендуешь как на женщину. Но ты это проявлял. Да, не так может быть нагло и нарочито, но и за ручку взял, где-то за талию приобнял, где-то стульчик пододвинешь, дверку придержишь. Что это, не знаки внимания? Да, это не быстро, но ты человек интеллигентный и не хочешь как-то давить, торопить. Да, в конце концов, просто хочется присмотреться к девчуле. А кто она, что она, насколько она вообще пригодна для отношений? И да, я соглашусь, в этих словах определенно есть смысл. Но важно понимать такую деталь, что большинство девушек сейчас очень испорчены и похотливы. И когда ты долгое время водишь ее по ресторанам или за ручку в парк погулять, она воспринимает это просто, что ты тормоз. Вот буквально недавно разговорились с одной девушкой, которая хороша собой, и очевидно, что она не страдает дефицитом мужского внимания. Так вот, она мне призналась, что такую фразу сказала: как же они надоели со своими ресторанами и подарками. Кто-нибудь просто бы взял. То есть девушка тупо избалована такой приторной моделью мужского поведения. И она скорее поместит тебя в статус такого поклонника-помощника, который терпеливо будет ждать сигнала от госпожи. А она будет иногда водить морковкой перед носом и давать надежду. Кто-то назовет другую причину. Но это же очевидно. Женщинам нравятся плохие парни. Брутальные альфа-самцы, которые внимания на них не обращают, ни во что не ставят и плевать на них хотели. А галантный кавалер с цветочком, разумеется, никакого желания, никаких эмоций вызвать не может. Это заведомо проигрышный вариант. Да даже если и так, и как ты собираешься понравиться девушке, вызвать у нее доверие, позволить ей расслабиться на встрече, когда ты будешь корчить из себя какого-то брутала с пафосным важным видом, смотреть куда-то вдаль. Во-первых, это выглядит как-то
неестественно, это имитация на самом деле. Не надо этим заниматься, не надо устраивать спектакли. И я совсем не удивлен, что тебе по внутренним ощущениям не хочется этого делать. Не хочется притворяться. Это ведь ложь, это не то, кем ты являешься. Но тем не менее, это распространенная ошибка среди мужчин. Прикинуться плохим парнем. Очевидно, раз это не работает, значит, нужно сделать что-то иное, другой подход. Нужно прикинуться брутальным и показать, что тебе все равно на нее. Но это выглядит нелепо. Пытаться доминировать, при этом нуждаясь. Ведь если ты играешь роль, ты по факту подстраиваешься, ты уже в слабой позиции, ты проиграл. Плюс ко всему, это крайности. Это вполне закономерная ошибка. Ведь сильная позиция, она заключается не в том, насколько высокомерно ты выглядишь или насколько важно ты выпендриваешься своей дорогой тачкой перед девушкой. Совсем не в этом. И отсюда следует, что она ощущает только лишь дискомфорт. Ей хочется спрятаться, ей хочется сбежать с этого свидания. А должно быть наоборот. Это как со старым другом встретиться. Хорошо, комфортно. Да, ты можешь расслабиться, ты можешь говорить все, что ты хочешь. Твое это состояние, твоя эта энергетика, она считывается и будет признаваться конкурентной тому, кто ты есть. А когда ты играешь, девушка это хорошо чувствует. Она ведь от природы хороший психолог. И этот эмоциональный инстинкт позволяет ей подлавливать все эти нюансы. Она видит, что ты, раз играешь эту роль, значит, ты боишься быть собой. Значит, ты не уверен в себе. Тебе нужен определенный образ, определенная маска для того, чтобы чувствовать себя уверенно рядом с ней. Это слабость. Никакая женщина не будет испытывать желания и эмоции к слабому мужчине. Да, какой-то процент девушек это может зацепить. Только лишь в начале. Вот это твоя важность, загадочность, недоступность. И то, если ты хорошо сыграешь этого альфа-самца. Но даже если это получится, то в долгую это не работает. Потому что с каждой встречей твоя вовлеченность в эти отношения с красотулей, она будет расти. Чем больше значимость растет, тем больше шансов совершить ошибку. А девушка, как ты понимаешь, это быстро считает по щелчку пальца. Итак, что же нам, собственно, с этим делать? Есть способ, который позволяет из твоего состояния, так скажем, славного парня значительно повысить процент положительных исходов и влюблять девушек уже после первого свидания. Без этой неуклюжей имитации псевдодоминанта. Но, как ни парадоксально это прозвучит, и для этого метода необходимы стальные яички. Чтобы тебе было понятнее, проведу аналогию. Вот в детстве наверняка у тебя было, как и у всех детей, много игрушек. Часть из которых просто лежала. Ты утратил к ним интерес, лежат и лежат. Никакого желания взять их в руки даже не возникает. Но вспомни тот момент, когда твой друг пришел к тебе в гости и взял одну из таких игрушек в свои руки. И он проявил настолько искренний интерес к этой игрушке, настолько увлекательно начал в нее играть, что ты вдруг начал замечать, что эта вещь начала обладать для тебя определенной ценностью. То есть ничего для тебя не значило, а сейчас это что-то интересное, это что-то увлекательное. Хочу. А стоило этому другу взять эту игрушку к себе домой, попросить, поиграть, то все. Когда он ее возвращает, она становится твоей любимой игрушкой. Или одной из. Возвращаемся к нашим баранам. К нашим свиданиям. Здесь принцип аналогичный. Мы будем отнимать то, что не имеет ценности для красотули. Чтобы потом эта ценность зародилась. То есть, что мы делаем конкретно? Вот идет у нас свидание. Или какая-то очередная, вторая, третья встреча. И ты видишь, что интерес к тебе неумолимо падает. Она уже как-то неохотно, вяло поддерживает диалог, не говоря уж о каком-то флирте. Ты видишь, что все общение идет куда-то не туда. Скорее всего, в следующей встрече уже и не будет. И уж абсолютно точно ты находишься в позиции снизу, в позиции просящего. Ты тот, кому больше нужны эти отношения. И вы оба это понимаете. Даже говорить об этом не стоит. Так вот, ты говоришь такую фразу. Слушай, ты, конечно, хорошая,
и милая девушка. Но я вижу, что наше с тобой общение как-то не задалось, не клеится. Я думаю, ты и сама это видишь. Но тут такое дело, что я не привык навязываться. Такой уж я есть. Поэтому считаю, что наше общение, наши встречи было бы правильнее завершить. Все. Если ты стесняешься, боишься сказать это на самой встрече, можешь после нее написать это в СМС. Как вариант, почему нет? Все, после этого мы не отвечаем. Мы не отвечаем до того момента, пока не увидим определенные эмоции и заинтересованность в свою сторону. А они начнут переполнять девушку. Да, не сразу, не в этот же день, возможно. Как правило, в течение нескольких дней, максимум недели. Но потом уже ждать смысла нет. Главное, почему это работает? Объясняю. Потому что многие сейчас могут скептически довольно отнестись. И я не буду голословен. Все просто. Дело в том, что сейчас большинство женщин не получают отказов от мужчин в принципе. Вообще никак. Ни при каких обстоятельствах. Мужчина для них – это безотказное существо. И даже не будем вдаваться сейчас в подробности, почему. Да? Это такой факт. Это есть. Именно на нем мы и играем. А здесь, когда она получает этот отказ, это что-то новое. Это интересно. Это неожиданно. Это эмоции. Ты скажешь, так это же негативные эмоции скорее. А это не важно. Негативные эмоции гораздо лучше, чем никакие. Гораздо лучше, чем когда тебя запишут во френд-зону. Ведь, возвращаясь к плохим парням, почему девушки к ним тянутся? Ведь они дают негативные эмоции. Вот в чем парадокс. А ведь от ненависти до любви один шаг. Да, девушка испытает это чувство смятения, но она испытает его. И это главное. Главное, мы запустили эти гормональные процессы внутри. А дальше мы можем развернуть все это абсолютно в любую сторону, в нашу сторону. Но что самое важное, что самое фундаментальное в этом методе, это то, что женщина сама заходит в отношения с позиции снизу, в естественном для нее состоянии влюбленности, заинтересованности. Мы сами избавляем себя от этой нуждающейся завоевательной позиции, когда мы добиваемся. И ей теперь не нужны твои эти галантные ухаживания. Ей все равно. Она просто хочет быть рядом. Она просто испытывает к тебе интерес. А дальше уже все в твоих руках. Насколько ты сумеешь вывести это в настоящий режим любви. Здесь уже вопрос опыта, практики, да и в целом индивидуального случая. Да, потому что девушки разные, ситуации разные. В каждом моменте будет эффективен свой подход. Тоже не стоит об этом забывать. Еще важный момент. Данная стратегия работает, конечно же, не в 100% случаев. Но с уверенностью могу сказать, что условно в 7 из 10 случаев она сработает. Но важное условие. Ты должен быть искренен в своих намерениях. Если ты хороший, добрый, галантный парень, будь им, будь искренним. Делай это от души. Не надо играть какую-то роль, не надо примерять на себя маски альфа-самца. Если ты таковым не являешься, твое поведение должно быть конкурентно твоему внутреннему состоянию. И именно тогда девушка сможет расслабиться. А то, что ей скучно становится, для этого я и даю подобные инструменты, которые позволяют перевернуть все на 180 градусов по щелчку пальца. Да, для этого нужна смелость. Как я и сказал, нужны стальные яички. Но, подытожим, главная мысль то, что мы не ждем. Когда ты видишь, что девчуля теряет интерес, мы не ждем, мы идем ва-банк. Вот здесь нужна смелость. Мы не трясемся за каждое действие, как бы все не испортить, чтобы красотуля не слилась. Нет, мы идем ва-банк. Мы действуем на опережение. В этом залог успеха. В этом залог эффективности. Ведь мы ничего не теряем. Она и так бы нас слила. А здесь у тебя появляется реальный шанс. А как дальше это все поддерживать? Уже это все зависит исключительно от тебя и от индивидуального случая. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пользуйтесь, практикуйтесь, и да пребудет с вами сила.
Ставим лайки и ждем следующее видео.